Приветствую вас, друзья! У нас прогноз для рыб на вторую декаду декабря. Давайте посмотрим, что вас ожидает. Представители знака зодиака рыбы. Период с 10 по 20 декабря. Мы посмотрим сферу работы, карьеры, бизнеса, финансов, отношений. Получим советы от оракулов. И в конце расклада у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Рыбы. Вторая декада декабря. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Вот у многих эта семерка выпадает. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта у кого не есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Что у вас? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность Ленорман или на что Ленорман хочет сделать вам акцент. Рыбы, вторая декада декабря. Смотрите, как сюрприз, неожиданность. Ленорман нам сказал, что у вас будет шанс исправить какую-то ситуацию. То ли отправиться куда-то в дорогу при помощи верного вам человека, это может быть ваш родственник, любимый человек, друг, или сделать правильный выбор. Если вы здесь будете начинать какое-то новое дело, проект, замысел, отношения, работа, дружба, то учтите свои старые ошибки. Вообще вот эти карты говорят о переменах к лучшему. Но это у нас как бы общее. Это может касаться и вашей работы, и вашего бизнеса, и отношений, каких-то ваших проектов. При помощи какого-то человека, который к вам очень хорошо относится, идут какие-то позитивные перемены. Но в начале этих 10 дней у вас ложится семерка, пятерка. Вы знаете, у многих знаков вот эти две карты ложатся. В начале и в конце. У кого-то в начале пятерка, в конце семерка. То ли это что-то будет происходить в социуме, ну или это будет происходить у вас. Да, вот семерка — это препятствия, которые могут заключаться в каких-то людях или преградах на пути к достижению успеха. Вы можете столкнуться в начале этих 10 дней с каким-то обманом, манипуляциями, хитростью, может быть, даже воровством. Да, вот здесь будьте аккуратнее со всеми этими телефонными звонками, что это какие-то банки вам звонят. Да, все проверяйте. Еще, конечно, семерка — это продумывание стратегии, плана для решения какого-то вопроса. Может быть, это еще желание уйти от какого-то неприятного для вас разговора, выяснения отношений. Или вот вы столкнетесь с человеком, который будет отлынивать. Вот, например, для тех, кто в отношениях или в браке, да, карта может говорить о каких-то действиях. Рыцарь мечей — это может быть какой-то звонок, и вам нужно будет сорваться в дорогу. Здесь может быть защита чего-то или, наоборот, нападение. Но если смотреть по любви и отношениям, здесь может быть очень сильный конфликт из-за того, что кто-то поведет себя нечестно. Это не обязательно у вас в любовных отношениях, это может быть кто-то из членов семьи. То есть это вот поставить человека на место, расставить свои границы. Ну а в любви, в отношениях это может быть бурное выяснение отношений, конфликт, ссора. Также семерка — это может быть по поводу нахождения работы, может быть это с кем-то договориться, или это будет какой-то заработок неофициальный.
или желание уйти, например, от налогов. Продумывание. Давайте мы тогда уточним для тех, кто в отношениях или в браке, с чем у вас тут связан рыцарь мечей. Кому-то, может быть, придется неожиданно уехать в дорогу. Может быть, это по поводу работы, например, командировка, или, может быть, вообще отъезд с целью заработка куда-то. Так, для тех, кто в отношениях. Здесь могут быть ссоры по поводу денег. Может быть, знаете, еще кто-то у вас что-то занял, не отдает. Это вот выяснять отношения с человеком. Еще могут быть ссоры из-за недвижимости. Может быть, четверка — это или нужно на что-то скопить. То есть вот вы на что-то собираете. Вот кому-то из ваших семейных понадобились деньги. А вы говорите: не дам. Деньги лежат на дело. Из-за этого может возникнуть конфликт. Или наоборот, здесь карта говорит, что кто-то, может быть, наоборот, слишком потратится, и из-за этого можете ругаться. Так, сейчас, минутку. Ну, тут, может быть, какие-то документы придут, нужно будет решить, не знаю, знаете как, кому-то нужно будет реально куда-то уехать по восьмерке, может быть, даже перелет на самолете. Еще здесь, может быть, какие-то документы придут, вам нужно будет их оспаривать. Не знаю, счета какие-то вам выставят или какие-то налоги придут. Нужно будет разбираться, ехать. Это нарушает стабильность вашей семьи, финансовую стабильность. Также здесь, может быть, были отношения, брак, но четверка пентаклей может показывать рутину, которая убила вашу любовь. И здесь вы столкнетесь, то ли вы будете действовать тайно, может быть, у вас кто-то завелся по восьмерке, да, это новые отношения, любовь. Или вы столкнетесь с тем, что ваш возлюбленный, возлюбленная кого-то себе нашли на стороне. Просто здесь еще в деньгах какое-то выяснение отношений, война тоже. По поводу денег, тут забрать свое. Мне кажется, все-таки это что-то вот связано с вашим жильем. Это больше уехать надо куда-то и выяснить какой-то вопрос, вот, что-то решить. Но причем, знаете, прям вот агрессивно. Маг говорит, что или вы сами это решите, или, если меня женщина смотрит, ваш мужчина может этот вопрос решить по магу. Какой-то вот специалист или друг, какая-то двойственная ситуация. Например, вам пришли квитанции об оплате жилья от одной фирмы и от другой. И вот здесь вам придется... То есть, ну, это какая-то обман и мошенничество. Да, здесь вам придется какой-то вопрос решать. Не вижу я здесь как таковое другую любовь. Тут какие-то деловые вопросы. Сейчас еще я одну карту положу. Да, вот решить какой-то вопрос. Вот. Прийти к какому-то, ну, этот разговор составить, да, составить с кем-то разговор. Что-то у вас тут какие-то вопросы, может быть, денежные придут, придется куда-то поехать. Что у нас, Паш? Это квитанции, ну, как-то идет информация, какие-то бумаги. Хорошо. Для тех, кто в поиске, да, тройка — это новая любовь на пороге. Может быть, в какой-то компании. Вот куда-то вас пригласят, и вы там можете познакомиться. Может быть, какая-то подруга или друг пригласит вас в какую-то, может быть, или дорогу. Куда-то поедете, например. Потому что развилка всегда предсказывает что-то очень важное и значимое в вашей жизни. Хорошо, работа, карьера, бизнес. Паш мечей, могут прийти какие-то неприятные новости. Или вот я говорю, здесь кто-то действует за вашей спиной нечестно. И, может быть, кляузничать, например, начальнику или конкуренты. Вот Паш мечей — это могут быть придирки, неприятные замечания, критика в ваш адрес. То есть вот какой-то может назреть какой-то конфликт, может быть, по поводу денег. Также это может быть с бизнес-партнерами или с людьми, с которыми вы работаете. Клиенты, не понравится что-то, или там заказчики.
Давайте вам совет посмотрим по поводу пажа мечей. Тут еще может быть какое-то обучение у вас в работе для того, чтобы двигаться дальше по карьерной лестнице. Угу. Девятка кубков. Да, как совет она говорит, от работы-то надо получать удовольствие. Кого-то могут в отпуск неожиданно отправить. Еще знаете, паж мечей может говорить, что кто-то сделает вам замечание. Вы можете это замечание принять в штыки, но потом поймете, что человек был прав, и в подсознании-то у вас это замечание или подсказка какая-то, она у вас там зацепится, и она поможет вам что-то вот реализовать или для того, чтобы получить желаемое место, или какой-то доход, или крупный заказ. Вам тут придется с кем-то посражаться. Доказать, может быть, даже, что вы имеете, не имеете, а что вы достойны этой работы, или вы сможете правильно выполнить какой-то крупный заказ, может быть, или что вы заслуживаете эту должность. И, скорее всего, вы к этой должности шли долго. Хорошо, для тех, кто в поиске работы, тут ложится ваша карта. Здесь может быть нахождение работы, связанной с заботой и попечительством над кем-то. Это может быть няня или работа с детьми, какая-то социальная сфера. Также это исцеление, медицина, может быть еще психолог, врач-гинеколог. А также по королеве кубков это может быть сфера питания, какие-то творческие профессии. Тут или вы что-то начинаете работать, да, на себя, или, может быть, вот с кем-то. Вот друг какой-то вам что-то предложит, но тут карта вам советует учесть прошлые промахи, ошибки, если вы чем-то занимались. Может быть, здесь что-то связано с какими-то медитациями, духовными практиками или также интуитивными способностями вашими. Или здесь предложение вот от такой женщины. Так, давайте посмотрим. Предложение от такой женщины. Императрица. Начало творческого проекта. Скорее всего, вы начинаете его сами. Вот это может быть что-то связано с салон красоты. Опять же, императрица у нас это женщина, которая вынашивает дитя. Я говорю, может быть, что-то связано с родами, родопоможением, с детьми или какие-то целительские способности. Императрица – это вот человек вынашивает какую-то идею, замысел. И вот сейчас вы сможете воплотить это в жизнь. Тут еще маг. Скорее всего, ближе к 10, окончанию этих 10 дней, какой-то новый проект, замысел. Карта говорит, у вас и возможности, и энергии, и ресурсы. У вас все будет. Сажайте это зерно, ухаживайте за этим урожаем, и вас ждет процветание. Ну вот все-таки при помощи какого-то человека. У мужчин это может быть партнерство, это может быть и ваша любимая женщина, или это может быть ваша мама, которая поможет вам, ну, например, финансами. Или это бизнес-партнерство, ну, тут какой-то творческий проект. В финансах здесь опять какие-то конфликты, ссоры, ну, например, с конкурентами или что-то по поводу семейных денег. Да, вам придется здесь воевать с кем-то. Сейчас мы посмотрим результат. Может быть, для этого нужно будет или нанять какого-то специалиста, или самим договариваться. Да, здесь какие-то властные структуры, ну, королева мечей, какие-то законы опять, власти, чиновники, да. За что-то вам тут придется повоевать. Или карта говорит, если понимаете, что бьетесь в глухую стену, значит, нанимайте адвоката или проконсультируйтесь у юриста. В конце этих 10 дней у вас старший аркан маг. То ли вам придется
проявлять свои ораторские способности, коммуникабельность, чтобы решить какие-то дела. Также это может быть начало нового проекта, бизнеса, работы. Тут тоже карта говорит, от вашей активности будет зависеть ваш успех. Или какой-то специалист поможет вам решить сложные вопросы. Совет предупреждения тройка мечей. Карта говорит, да, какие-то вот испытания не самые приятные произойдут. Может быть, какое-то разочарование, огорчение, даже обида. Но все равно берегите свое сердечко, да. Постарайтесь все-таки не принимать так близко к сердцу. Вот какие-то здесь неприятности, может быть, с чинушами. Хорошо, давайте для вас советы получим. Рыбы, вторая декада декабря. Совет от веканского оракула. Вот он у нас повторился, да, а там, это туз мечей, а там, но он перевернутый. Сейчас. Вы можете чувствовать, что защищаетесь без какой-либо явной причины. Не цепляйтесь за свою точку зрения из пустого упрямства и гордости. И еще у нас совет от оракула королевы Луны, рыбы. Вторая декада декабря. Давайте получим для вас совет. Так, это у нас релиз, отпускание. Отпустите это. Для вас сейчас пришло время освободиться от всего, что более вам не служит. Избавьтесь от старых негативных привычек. Сейчас вы готовы освободить место для лучших вещей, которые приходят в вашу жизнь. Ну, давайте посмотрим маятник. Рыбы. Маятник, ответьте, пожалуйста, рыбам. Вторая декада декабря, на их запрос «да» или «нет», о чем бы они ни спрашивали. Ответ «да». Такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Всего хорошего.